Я всех приветствую, друзья, на канале, и в этом видео не совсем типичном для меня. Мне хотелось бы в кои-то веки рассказать зрителям о своей новой, нереально крутой клавиатуре. Да, в моей жизни через мои пальцы прошли десятки различных девайсов для ПК, и я пощупал за все время примерно, скажем так, больше 20 различных клавиатур. От супер дешевых до супер премиальных, там по 20 тысяч. И вот спустя время я в очередной раз меняю свою старую ушатанную механику на новую модель. И это тоже механическая клавиатура от фирмы Dario, и это модель A84 Pro. А серия — это премиальная серия у бренда Dario, и у меня в руках их тоже флагманская модель. Буква А как раз показывает, к какой серии относится модель. Еще есть серия E-Sports для геймеров и киберспортсменов любого уровня и квалификации. В обеих сериях представлены технологичные девайсы с высокими игровыми характеристиками. Для себя я решил лично выбрать очень компактную и эргономичную модель, а мне лично нравятся именно не полноформатные модели. Одним словом, это стильная, тихая, предельно тяжелая по весу клава с линейными переключателями Blue Sky V3 от Dario с функцией горячей замены. Давайте же, в общем-то, распаковывать. Уже по упаковке можно понять, что внутри премиальный девайс. Плотный картон, значит приятный на ощупь, качественная печать, стильный дизайн. Dario славится своим вниманием к деталям, и после вскрытия коробки, как видим, клавиатура упакована в пластиковый защитный чехол. Это интересно. Его можно использовать, когда уходите, например, на работу или едете в отпуск. Закрыли клавиатуру в чехол, и она без вас там не пылится, все с ней в порядке. Внутри коробки находится сама клавиатура, и она окружена защитной пеной со всех сторон, и поэтому не стоит переживать, что клавиатура повредится во время перевозки. Что насчет веса клавиатуры после извлечения из коробки, то я сразу ощутил ее немалый вес, и честно признаюсь, я очень доволен тем, насколько она тяжелая. Это просто цельнометаллический алюминиевый корпус, который принципиально даст вам абсолютно другие ощущения от печати, которые вы никогда не сможете, получить с пластиком. Анодированное, полированное покрытие очень приятное на ощупь. Это, наверное, самый лучший материал клавиатуры, что я ощупал вообще вживую в жизни. На нижней части расположены, силиконовые ножки большие, которые не дадут скользить клавиатуре по любой поверхности. Кстати, возможно, у зрителя возникает вопрос, почему я не взял модель от именитых супербрендовых компаний, что все знают зрители, а взял, скажем так, не широко известный в России бренд Dario. И вообще, что это за компания Dario, вы спросите? Во-первых, те, кто в курсе среди подписчиков, кто увлекается девайсами для ПК, там людям не стоит рассказывать, что это за компания. Это уже известный бренд среди техногиков, а вот для обычных пользователей я скажу самое важное. Итак, Dario — это компания, которая успешно работает на рынке офисной плюс игровой периферии уже, внимание, 17 лет. Бренд делает ставку на технологии, качество и стиль, сочетая в своих продуктах, скажем так, все самое лучшее, что есть в этой отрасли. В Китае бренд сотрудничает с киберспортивными командами, есть у Dario доступные бюджетные модели периферии и есть очень недешевые премиальные продукты, коим и является, данная клавиатура. В общем, друзья, Dario — это далеко не новички на рынке, у них очень большой опыт в этой сфере, и они даже выпускают собственную серию свечей для механических клавиатур и кликеры для мышей. Это конкретно специалисты в одной области среди девайсов. Короче, я думаю, понятно объяснил, и теперь давайте вернемся к самой клавиатуре. Итак, в комплекте из коробки идет, у нас съемный кабель Type-C, далее сменные клавиши, пуллер для снятия клавиш и также руководство пользователя, в котором указаны различные комбинации клавиш, с помощью которых можно переключать, вы поняли, там режимы подсветки, увеличивать или уменьшать ее яркость и многое другое. Клавиатура поставляется в 4 различных цветовых вариантах. Внешний вид устройства, это, наверное, то, что меня сразу и подкупило, что я взял именно эту модель. Это действительно компактная, красивая клавиатура в формате TKL. Это подобный вариант исполнения мне крайне подходит, потому что я вообще не пользуюсь цифровым блоком и стрелочками. Плюс на моем рабочем столе, явно не очень много места, и еще я часто таскаю с собой рюкзак с квартиры на студию. Там разные у меня стоят компьютеры, и это тоже очень удобно. Взял, например, закинул клаву в рюкзак, закрыл, поехал там и подключил. Да, она нелегкая, 1,5 килограмма, но в определенных ситуациях комфорт того действительно стоит. Так что я уже честно перестал обращать внимание на ее вес. Ну а теперь давайте по поводу подключения. Здесь у вас, есть 3 варианта. Это Bluetooth, USB Type-C и через передатчик 2,4 ГГц. Еще видим, что сам датчик вставлен в корпус клавиатуры и держится на магните, чтобы не потерялся, и еще есть коннектор для кабеля. Переключаются режимы с помощью кнопки на торце клавиатуры. Это очень удобно. Как становится понятно из названия, клавиатура имеет на борту
84 клавиши, а также при печатании клавиатура имеет максимально тихий, приятный и такой, знаете, приглушенный звук, что является несомненно желаемым свойством механической клавиатуры. Например, моя старая клавиатура имела обычные синие свечи и клацала она очень шумно, в отличие от установленных линейных свечей в новой клавиатуре A84 Pro. Плюс к этому, как бы классно не звучала клавиатура в пластике, вот такого звучания, как в металле с линейными свечами, вы не услышите. Вот, пожалуйста, пример. Обратите внимание, что нет посторонних звуков, шумов и дребезжания. Это принципиально другое ощущение в сравнении с пластиковым корпусом. Пульдер для кейкапов и свечей простой в обращении, никаких заморочек. Берем, снимаем там все, что вы захотите, заменяем. Это очень делается просто. Dario использует в этой модели A84 именно Pro свечи Blue Sky V3. Это линейные переключатели. Еще раз повторюсь, Dario делает свои собственные механические переключатели, и эти переключатели смазаны заводом. Вам ничего делать не нужно, просто подключили и пользуйтесь. Нажатие очень плавное, приятное. Кстати, клавиатура имеет функцию горячей замены, а это означает, что клавиатура поддерживает замену свечей без пайки. К тому же клавиатура имеет безвинтовую конструкцию Gasket Mount. Задняя пластина закреплена с помощью резиновых уплотнителей внутри и вокруг. Структура с силиконовыми подкладками обеспечивает шумо- и виброподавление, чтобы играть и работать было вам комфортнее. А теперь давайте проверим, как работает стабилизаторы на данной клавиатуре. Итак, друзья, мы слышим, что они не гремят при нажатии на клавиши и нет никаких посторонних шумов. Например, в рабочем режиме, если я набираю текст, то звук довольно тихий. Вот живой пример, давайте послушаем. Кстати, я думаю, зрители уже заметили, что сами клавиши довольно крупные и расположены друг от друга на большом расстоянии. Для удобства работы с клавиатурой по классике имеются служебные клавиши, и через них, то есть используя сочетание клавиш, например, FN плюс Q, можно делать соображение через Bluetooth или переход на Windows или macOS с помощью комбинации, например, FN плюс W. В целом, качество материалов, в общем, клавиши и сама сборка отличные. И внимание, что важно, запаха изделия абсолютно никакого нет, а значит материалы не дешманские. Клавиатура тактильно очень приятная, я бы даже сказал, она прям выдает свой высокий уровень. Что насчет интересных элементов сверху, то сверху на панели есть еще один удобный элемент, это колесико прокрутки, на котором в моем случае подвязано управление громкостью в наушниках или колонках. Да, это мелочь, я понимаю, но это по сути самый удобный способ быстро и моментально менять уровень громкости. Для меня это лично очень важно. Еще раз повторюсь, клавиатура очень тяжелая, полностью металлическая и может служить даже бронежилетом, не знаю, в рюкзаке. Шутка, конечно, но, как по мне, такой значительный вес и крупные силиконовые ножки дают клавиатуре предельную устойчивость на любой абсолютно поверхности стола. Стекло или дерево, ткань, это не важно. Клавиатура имеет при этом RGB подсветку, которая выглядит очень красочно, ярко и насыщенно, а также на лицевой панели есть интересная фича, это некая лента подсветки с различными режимами срабатывания, например, на звуки. Вот, пожалуйста, как я сейчас что там рассказываю, и идет некая вот реакция на этой панели. Также подсоединить клавиатуру и настроить можно, просто синхронизируя все это через софт после установки драйверов, если вам это нужно, конечно. Режим подсветки переключается с помощью, еще раз повторюсь, клавиши FN+. Также можно настроить и подсветку самой RGB ленты. Для этого на задней панели корпуса находятся кнопки, и они как раз предназначены как раз для управления этой цветовой полосой. В общем, мы имеем красивый цветовой элемент, что стилизируется под стать всей клавиатуре и не является при этом как бы лишним. Кстати, я забыл сказать про встроенный аккумулятор. Он вынесен в нижнюю часть корпуса, по сути, отдельным блоком. Объем литиевой батареи 4000 мАч. То есть это примерно целый месяц непрерывной работы, но с выключенной подсветкой. С подсветкой же клавиатура проработает, то есть примерно у меня 15-16 дней на одном заряде. Но при этом не забываем, что клавиатуру можно заряжать непосредственно во время использования через
через USB кабель. Итог, значит, у нас следующий, друзья. Что ж, давайте подведем общую черту. Скажу от себя, что я, честно, из-за того, что не имею время часто запускать игры, и в основном все мое время, которое я провожу за ПК, это работа с текстовым, то есть это работа в текстовом редакторе, а именно написание сюжетов для видео, общение там в чатах, переписках. И вот работая за данной клавиатурой уже в течение 2 недель, я понял, что получаю действительно удовольствие от этого процесса. Да, такое тоже бывает, не поверите, но при этом как бы это абсолютно нормальная ситуация. Набирать текст тоже бывает приятное. Нажатие на клавиши и тактильное восприятие, и все эти RGB подсветочки, все это делает процесс приятным. Высокие раздельные клавиши отзываются четко на полпути, звук срабатывания переключателей приятный, не шумный, не отвлекает, клавиатура не клацает, и при этом есть звуковое подтверждение каждому клику. Это удобно. Одним словом, такое устройство выберут пользователи, которым важна именно эстетическая составляющая, и при этом они сторонники классики. Подобный вариант исполнения пользователи выберут ради чисто экономии пространства на рабочем столе, а также для удобной переноски. Работая этой клавиатуры, я честно остался полностью доволен. Мне на редкость приятно рекомендовать продукт своим зрителям, просто потому что мне он тоже понравился. Если есть денежка у вас, то присмотритесь именно к клавиатуре A84 Pro. Ну, возможно, вам иные модели тоже понравятся. Да и вообще у бренда есть множество интересных продуктов, ознакомиться с которыми вы тоже сможете на русскоязычном сайте Dario. В общем, если кому интересно, я оставлю ссылки в описании под этим видео для своих зрителей. На этом же я буду заканчивать. Всем еще раз спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, было полезным. Поставьте лайк, если вам было интересно. Ну а мы с вами уже увидимся очень скоро. Всем еще раз удачи, не болейте. Всем пока-пока.